Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Геоэнергетика». Я Борис Марцинкевич. И, как и следовало ожидать, обсудить шанхайский саммит, который проходил в течение 3 дней, за одну передачу невозможно. И я с радостью представляю нашего гостя Владимира Владимировича Бобылева, с которым мы продолжим наши попытки проанализировать, что же мы там увидели и услышали. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Владимирович, вот ВЭФ еще не закончился, поэтому не все итоги ясны, не все документы мы успели увидеть. Но, тем не менее, событий вот на Дальнем Востоке, на нашем и не нашем, было много. Собирались джентльмены в Китае, интересные люди, интересные вещи говорили. Много говорили о политике. Саммит ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, некогда создавалась для обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии, сейчас значительно шире все стало. Встречаются там слоны, драконы, медведи. Больше никто не прилетал. Он отдыхал как раз 2 дня. Один из таких значимых, во всяком случае, для энергетики итогов этого саммита стали ответы Алексея Миллера на вопросы журналистов. Он сообщил о том, что подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве силы Сибири-2 из России с Ямала через Монголию в Китай. Вот какие мысли, что такое вообще юридически обязывающий меморандум? Я с этим первый раз сталкиваюсь. И давайте поделимся. Я сегодня скептик, не верю ни в какую силу Сибири-2, потому что сделка крупная, соответственно, должен как-то отреагировать главный хозяйствующий орган на территории Китайской Народной Республики, разумеется, экономический отдел ЦК Компартии, газета «Женьминь Жибао». Там молчат, там больше про парад, а про силу Сибири ничего нет. Так вот, что такое обязывающий меморандум? Будет, не будет? Ваше мнение? Как вам сказать? Давайте так. У проекта «Силы Сибири-2», как мы все знаем, очень тяжелая, нелегкая, долгая судьба. И начиная фактически... Да, он уже, по-моему, совершеннолетним скоро станет. Практически да. Смотря что подразумевать под совершеннолетием, вообще ему годиков 10-то уже исполняется. Причем не проекту, а разговорам вокруг проекта. И главное, что произошло на этом форуме, собственно, это то, что эти разговоры вылились в какие-то документы. Пускай это юридически обязывающий меморандум, окей, но, по крайней мере, хотя бы это какой-то документ, который позволяет участникам процесса что-то говорить. Да, Женьминь Жибао по этому поводу молчит. Другое дело, что если мы будем ориентироваться только на то, что говорит Женьминь Жибао, мы вообще вряд ли что-то построим. А вот я напомню, во-первых, по поводу того, что сказали по этому поводу наши чиновники на Восточном форуме. А там, по-моему, министр энергетики у нас... А у нас там министр энергетики, а у нас там вице-премьер Александр Новак. Собственно, они сказали 2 достаточно значимых вещи. Они говорили о газификации регионов за счет силы Сибири. Причем фразы эти звучали уже не из серии, как раньше во время переговоров по поводу силы Сибири, когда-нибудь, наверное, что-нибудь да произойдет. То есть здесь люди говорят совершенно конкретные вещи. А вот мы газифицируем Амурскую область, а вот мы газифицируем Дальний Восток. Более того, тот же самый Новак уже конкретно говорит, каким образом. Перемычка между газопроводами, отводы, то есть это уже не похоже на гипотетические рассуждения о том, что когда-нибудь, может быть, что-то будет. Это уже более похоже на планы. И есть еще одно заявление от человека, скромно скажу, моего тезки, которому не верить, наверное, сложно. Владимир Владимирович Путин сегодня в своей речи на ВЭФе уже совершенно конкретно говорил о формуле ценообразования на газ, который пойдет по силе Сибири-2. Трудно предположить, что человек, который все свои заявления делает на базе каких-то реальных вещей, и, как правило, все, что он говорит, как правило, сбывается,
И тут, собственно, в своем выступлении он же не говорил о том, что мы когда-нибудь что-нибудь подпишем по поводу силы Сибири. Он говорит о том, как будет выглядеть примерно формула ценообразования. И, собственно, наверное, это уже позволяет говорить о том, что, наверное, проект вышел за стадию общей болтологии о том, как хорошо будет, когда это когда-нибудь произойдет, а уже выливается во что-то конкретное. Ну, я, будучи атеистом в третьем поколении, верить вообще не могу. Вера не ко мне, я никого не хочу оскорбить, я просто сам не верю, о чем я сообщаю. О том, как будет газифицироваться Амурская область, мы узнали еще 2 года назад, когда было поручение Владимира Владимировича о строительстве газопровода, который соединит силу Сибири первую, которая уже пришла в Амурскую область, с Сахалинским маршрутом, который еще строят. То есть вот одновременно все это идет, чтобы в 2027 году все было хорошо. А этот газопровод «Смычка» – это из Амурской области в Приморский край. Вот все, кто в окрестностях будет, те газ получат. Сила Сибири-2 здесь ни при чем. Другое дело, что я перестал понимать, какова мощность силы Сибири-1. Одно время все ориентировались на слова, что экспортная мощность 38 миллиардов кубометров газа в год. Потом выяснилось, что можно построить завод газоперерабатывающий, который будет принимать 42 миллиарда кубов. Следующая новость была, что под миллиард кубометров уйдет в город Циолковский, там нужно. Потом выяснилось, что в Находке строится завод минеральных удобрений, и ему необходимо 3 миллиарда кубов. И это тоже пришло из силы Сибири, то есть что там за труба и какова ее вообще конечная мощность, совершенно непонятно. По силе Сибири-2. Я внимательно пролистал сайт «Газпрома», там тишина. Там тишина, там пока нет официально утвержденного маршрута по территории России. Там вообще как-то все странно. Газопровод в свое время назывался «Алтай», но потом решили, что через горы оно неправильно, и природоохранные вопросы там какие-то возникли. Ну да, он должен был пройти через плато Укок, который является, в общем, такой жемчужиной экологической, действительно природной. И слава богу, что в данном случае прислушались к мнению экологов и решили через эти природно особо охраняемые территории трубу все-таки не тянуть. Ну, если мы смотрим на карту правее Байкал, а там что? Вот как он там теперь будет проходить? Потому что те разговоры, которые в 2022 году были, называлось «Стартуем с Баваненковского месторождения из Харасавея», который должен переходить уже в промышленную стадию, по крайней мере, 5 лет для этого вполне достаточно, тем более силу Сибири 2 еще строить, если будут строить. То есть те самые месторождения, которые предназначались как ресурсные источники, грубо говоря, для этой, как ее, слева на карте вот это пятно-то, Европа. Вот, теперь эти месторождения будут работать в другую сторону. Тогда надо пройти кусочек Красноярского края. Я так понимаю, что мои земляки сейчас переживают, будет ли газифицирована столица края. Ну, это, кстати, действительно хороший вопрос, потому что один из самых крупных, так сказать, административных единиц Зауралья до сих пор сидит без газа, хотя, по идее, возможности для этого есть, и газ там необходим. Дальше у нас идет Иркутская область, где уровень газификации на день сегодняшний составляет 2%. Это при наличии там, кстати, крупнейших в мире месторождений. Но, кстати, между прочим, хороший вопрос. Этот вопрос уже тоже многие задают. Во-первых, Иркутской области требуется как минимум 4 миллиарда кубометров для газификации. И с началом разработки Кавыктинского и Чииндинского месторождений, которые, собственно говоря, в этой области находятся, газификация края как-то не сильно продвинулась. Плюс ко всему появились тут некоторые рассуждения о том, что если мы весь газ в Китай отправим, то, собственно, за счет чего мы наши эти края газифицировать будем. Вообще вопрос не стоит, потому что самое восточное подземное хранилище газа у нас расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Газифицировать без возможности регулировать уровень спроса потребления, невозможно. И у нас даже есть пример очень хороший. У нас есть такая замечательная страна Иран,
который является крупным производителем природного газа. Но почему-то на севере Ирана все время случаются нехватки газа и отключения электроэнергии, потому что на севере Ирана нет никаких ПХГ, которые позволяют накапливать вот этот аккумулируемый запас и выравнивать вот эти скачки отсутствия и наличия спроса. Так что от того, что у нас пройдут магистрали по Хабаровскому краю, по Приморью, какие-то отдельные места газифицировать можно за счет газоотводов. Но это могут быть только электростанции. Газифицировать населенные пункты, где утром спрос на газ, потому что мы готовим завтрак, а вечером тоже, а днем мы не готовим. Вот как регулировать? Так что, извините, будут там трубопроводы, не будут там трубопроводы, пока ПХГ не будут найдены. А «Газпром» там ищет этими геологические структуры с 2007 года. И точно такая же проблема по ту сторону Амура. В Китае тоже геологи пытаются найти, как газифицировать свой север. Такой маленький вопрос. С геологией не спорят, любите природу, мать вашу. Ну, с другой стороны, если есть какое-то движение, появляются трубы, появляется газ, может, и ПХГ найдутся, потому что вот я опять же напомню новость с ВЭФа. У нас Роснефть строит фактически первое крупное стратегическое коммерческое нефтехранилище. Нашлись ресурсы, нашлись возможности, так или иначе построили, потому что было подо что. Поэтому мы с моим другом улыбаемся, потому что надеемся, что и под эти нужды тоже все-таки и ресурсы, и возможности найдут. С 2007 года идут поиски. Я повторяюсь, я скептик, ни во что не верю. Ну, пока не нашли. Есть две подходящие структуры. Выработанных месторождений у нас на Дальнем Востоке нет. То есть, этот вариант отпадает. Пока нет. Соляных пластов под землей мы все еще не нашли. «Газпром» не радует. И единственный вариант – это тот самый песок особых сортов, который должен быть сверху прикрыт крышечкой из глины газонепроницаемой. Два объекта вроде бы найдены, но они там совсем какие-то для газовой индустрии крохотные, там 200-500 миллионов кубометров. Ни о чем. Ну, я напомню, кстати, про советские технологии строительства ПХГ, когда периодически по телевизору говорили, уже ближе к прогнозу погоды в самом конце выпуска, что где-то на территории СССР был произведен ядерный взрыв мощностью от 20 до 150 килотонн в целях народного хозяйства. Ну, вот если бы зрители нашего канала интересовала ситуация в России, я бы, конечно, рассказал. Программа мирных ядерных подземных взрывов в Советском Союзе – это 124 взрыва. Здесь, уверяю, не на один час разговоров. Но мы отказались от всего этого. Мы миролюбивые крайне. Хотя и взрывы-то были мирные, но почему-то сотрудникам КБ-11 никто верить не стал в мире. Говорят, нет, это не мирный взрыв. Ну, а как же, вот была скальная порода, нет ее. Здесь пожар был подземный. Вот видите, вот не всегда нету. Скептицизм хорош. Отвлеклись. Возвращаемся к Сибири-2. Вообще разговоры с ней начались еще в те времена, когда у нас с нетрадиционными европейскими партнерами были вполне приличные отношения. Я так понимаю, что это была заветная мечта всего руководства «Газпрома» иметь один источник и один кран, чтобы вы хорошо себя ведете, вам есть газ, вы плохо, вам нет газа, вам не нравится наша цена, посидите вообще без нее, пока она не вырастет. Сейчас это, как бы необходимо, потому что те запасы, которые у нас на Ямале есть, а там под 30 триллионов общий объем всех месторождений, даже несмотря на то, что спрос в России растет вполне устойчиво, по 5% в год добавляем, это такая, при учете, что мы потребляем более 500 миллиардов кубометров, 5% там заметно, честное слово. Когда говорят, как же «Газпром» будет, он же в очередной раз умер, по количеству смертей «Газпром» уже давно устойчиво обгоняет Кощея Бессмертного, умирает каждый год по нескольку раз, с удовольствием, я так понимаю. Да, поставки в Европу практически прекратились, если не считать турецкого потока. Но у нас компенсация идет просто за счет внутреннего спроса. У нас все время вспоминают Юру, потерянные полимеры, но это в действительности не соответствует. У нас, если смотреть не по СПГ, почему-то все смотрят тут на него, у нас 2 года подряд уже рост производства удобрений 8,5% в год. Это тот темп, который позволяет не обрушить цены на мировом рынке и вполне уверенно зарабатывать. То есть, вот такая компенсация у нас идет.
Но, тем не менее, хорошо. Если действительно пошла речь о том, что силы Сибири все-таки будут... министр энергетики сказал, что подписи главных действующих лиц двух государств – это возможность хозяйствующим субъектам перейти к разработке технико-экономического обоснования. Вот только сейчас. Есть шанс на то, что действительно газ смогут получить в Красноярском крае, в Иркутской области. Вот наиболее вероятный маршрут. Дальше у нас идет Бурятия и Забайкалье. В Забайкалье, по-моему, уже не один десяток лет мечтают о том, чтобы перестать топить печи отработкой из станции техобслуживания и, наконец, перейти на что-то приличное. Удастся там что-то зацепить? Что общая мощность 50 миллиардов кубов. Я думаю, что зацепить, безусловно, удастся. Дальше уже вопрос, вернее, целая масса вопросов, как цеплять, что цеплять, каким образом цеплять, потому что, естественно, я напомню, что газификация – это не то, чтобы вот там трубу прокинул и всем хорошо. А то же самое Забайкалье, я там достаточно много и часто бывал, и в Иркутской области, и в Забайкалье, в том числе и по поводу Кавыктинского месторождения. Я, собственно, почему вспомнил про эти стародавние времена. У одной из российских компаний был проект разработки Кавыктинского месторождения, даже прорабатывалось ТЭО маршрута. В принципе, все эти разработки, все эти документы, в том числе экологические экспертизы, финансовые и инженерные оценки, они все остались. В принципе, если что, этим можно воспользоваться, чтобы не начинать с нуля. А что же касается газификации Забайкалья, то основная сложность в том, что это огромные территории с далеко друг от друга разбросанными населенными пунктами, зачастую маленькими. И поэтому тут вообще возникает вопрос, газифицировать ли Забайкалье за счет вот этой огромной трубы и отводов от нее. Может быть, имеет смысл пойти по более какому-то экономически целесообразному пути, не знаю, тот же самый малотоннажный СПГ, как вариант. То есть, если будет труба, на которую можно опереться и вокруг нее формировать какую-то структуру, там, я не знаю, малотоннажных СПГ-заводов, может быть, это было бы выгоднее. Ну, это, наверное, отдельная тема размышлений. Давайте двигаться дальше по силе Сибири. Предположим, что все получилось. Построили, по-моему, общая протяженность маршрута только по России 2700 километров. Ну, это получится самая длинная в мире газовая труба, вот честно. Грандиозная совершенно. Единственное, что может сравнить, это, наверное, ТАП-ТАНАП, азербайджанский проект, где два моря надо пересекать. Уж там по протяженности, но по ценам, наверное, точно можно будет сравнивать. На всякий случай напомню, что изначально стоимость вот этой системы газопроводов ТАП-ТАНАП, для тех, кто не в курсе, газ берут на шельфе Каспийского моря, по дну приходят на континентальную часть Азербайджана, проходят сквозь Кавказский хребет, выходят в Грузии ныряют в Черное море, выныривают в Турцию, проходят всю территорию Турции до границы с Грецией, проходят территорию Греции, в Албании ныряют в Средиземное море, выныривают в Италии. Вот это все вместе. Изначальная стоимость была 48 миллиардов долларов США, но потом, когда Баку удалось добиться того, чтобы руководил этим процессом не BP, а Сакар, цена упала до 40. Но, тем не менее, 40 миллиардов долларов стоимость. Вот тут начинается серия вопросов, на которые нет ответов, а они как раз крайне интересные. Я напомню, что то, что строилось в те времена, когда отношения с Европой были пристойными, оно строилось консорциумами с участием зарубежных, а именно европейских компаний и европейских банков. Соответственно, сейчас у нас выбор-то небольшой. У нас есть российские банки, российская компания «Газпром» и те, кто может это построить. Ну и, наверное, китайские. Вот что мы совершенно не представляем себе, это кто это будет строить, сколько это будет стоить и кто будет это финансировать. Потому что называется, в одну каску поднять финансирование такого проекта – это малореальная история. Ну, как сказать. Во-первых, сейчас совершенно дружелюбные проценты кредитов в российских банках, это известно. Многие берут, многим нравится. Если вспоминать историю, как на чьи деньги строить, вот
Опять же, система магистральных газопроводов в Центральной Азии и Китае, так называется, это газ, добываемый в Туркмении, в Узбекистане, в Казахстане, по 3 ниткам совокупно приходит в Китай. Мощность 55 миллиардов кубометров, то есть здесь мы пока не самые крупные поставщики. Если не считать СПГ, конечно. Добавочками СПГ мы можем выйти вперед. Там строилось на китайские деньги. Получилось совершенно замечательно. Китайское оборудование, китайские трубы, китайские строители все построили. Рассчитываться деньгами нельзя, только кубометрами газа. И Узбекистан с Казахстаном уже поняли, что это такое. У них растет спрос, у них снижается объем добычи. В Казахстане объем добычи растет, но это попутный нефтяной газ, и там, где иностранные компании по соглашению о разделе продукции работают, они этот газ отправляют в пласт, чтобы повысить объем добычи нефти. Соответственно, товарный газ в объемах уменьшается. А джентльмены из Китая, внимательно глядя в договор, кубометры. Предложение юаней, долларов, евро, рублей написано кубометрами. Будь добр. То есть даже кубометры юаней не берут? Нет, только кубометры газа. И в свое время, когда возник контракт по первой серии Сибири, предложение от китайцев профинансировать прозвучало. «Газпром» очень вежливо, с китайскими церемониями сказал: спасибо, мы уже заглянули в Астану, в Ташкент, в Ашхабад, давайте мы сами. И сами вытянули. Причем вытянули вместе со строительством Амурского газоперерабатывающего завода. Так что тут, по-моему, тот случай, когда иностранные кредиты точно не требуются. Хотя очень низкая... Вот не знаю, на самом деле. Низкая процентная ставка в Монголии. Ну, по сравнению с нами. Но я боюсь, у них столько денег нету. Да. А ставка хорошая. Надо брать. Так они тоже кубометрами газа возьмут. Ну, не исключено. Вот тут как раз те самые скептики сродни вам, которые говорят: не хватит нам газа. Нет, давайте сначала маршрут пройдем. Вот мы зашли в Монголию. Я не знаю, организована уже какая-нибудь государственная компания «Монголгаз» имени товарища Чингисхана, или кто-то будет за это отвечать? Первого монгольского космонавта Джугдердамедина Гуракчи. Тоже неплохо. Выучу, потом попробую повторить. Сначала перед зеркалом потренируюсь. Я так понимаю, что заминка, которая была с прокладкой дальнейшего маршрута на территории Монголии, газопровод, напоминаю, называется «Союз-Восток». Многие кивали на то, что там доходило до какого-то абсурда, а монголам это вообще не надо. Мне кажется, что там речь шла даже не о транзитных платежах, не о маршруте, который вот по пустыне Гоби должен пройти так, чтобы хомячки не пострадали, или кто у них там страдает в пустыне? Суслики? В любом случае лемминги. Они родные и прочие волнистые попугайчики. Энергетика Монголии сейчас базируется на угольных электростанциях, построенных в 50-е годы Советским Союзом. То есть, как бы это помягче сказать, про их КПД, нормы выработки и прочего. Я думаю, что их интересовало не столько, как получить деньги, сколько как получить газ. Да, совершенно верно. И об этом, кстати, монгольский премьер сегодня и сказал. Они сказали: да, транзитные платежи, классно, нравится, газ. Дайте газ. Это, кстати, нормальная ситуация, и мы ее наблюдаем, в принципе, и по другим странам, и их можно прямо вот по пальцам перечислять, мы с вами периодически это делаем. А тот же самый Алжир, который все поставлял на экспорт, а теперь самим не хватает. Туркмения, газовая страна, не хватает, приходится даже где-то подкупать. Самый яркий пример — Египет, конечно. Совершенно верно. Гигантское месторождение, ему просто не хватает. Да, а теперь они берут с израильского Левиафана, и как бы... Там война войной, взгляды на жизнь разные, но, видите ли, газ очень нужен, поэтому будем покупать. Потому что летом жарко у нас. И с Монголией, в принципе, ситуация та же самая. Наверное, представляете ее себе как там толпы всадников, которые носятся между юртами в бараньих тулупах. Безусловно, встречаются отдельные перегибы на местах, но вообще экономика Монголии тоже развивается, и, собственно, они сами понимают, что если будет газ, то это залог более стремительного развития, и они этот газ хотят, а взять его, кроме как из сил Сибири-2, особо-то неоткуда. Тем более, что если так, как маршрут просчитывали, он действительно несколько регионов Монголии проходит, и можно... Вдоль магистрали чувствует себя очень хорошо. А дальше,
зависит от того, как мы будем работать. С Монголией мы работаем ловко, надо признать. Да, Монголия, например, получает и во все больших количествах наши нефтепродукты, им это очень нравится. Тем более, что маршрут доставки тоже есть. Там дело в другом. Мы же не про торговлю с Монголией. Монголия та страна, которая первой выступила как союзник Советского Союза во время Великой Отечественной. У нас более чем дружеские отношения. В 90-е годы мы взяли из нее и ушли. Ушли, причем совсем некрасиво. В Забайкале, вот мы говорили про него, находится крупнейшее на территории России урановое месторождение Стрельцовское. И та же самая геологическая формация, на котором месторождение было найдено, уходит на север Монголии. И еще в советские времена договаривались о том, что специалисты пойдут, будут искать. В 90-е годы взяли и не пошли, хотя и совместное предприятие было создано и так далее. Так что, может быть, вот такой алаверды с ураном у нас не получилось. Давайте вы газ возьмете, и мы за ураном все-таки еще раз вернемся. Не исключаю. То есть Монголия, вероятнее всего, не про транзитные платежи, а про то, что ей нужна нормальная, единая, объединенная энергосистема, чтобы чувствовать себя хорошо. И дальше мы, так понимаю, приходим в уйгурский регион. Вот какие взгляды у Китая на все происходящее? Ну, собственно говоря, удивительный парадокс. Север многих стран крайне, мягко говоря, плохо газифицирован. Ну, не скажите, вот в Азербайджане все наоборот. Давайте, вы с козырей зашли, я откидаюсь. Иран, Казахстан, да. Китай. Монголия вообще вся. Ну, ладно, хорошо. Монголия вся, да. Ну, вот. Возвращаясь к Китаю, тут вообще целый клубок противоречий, и вообще на самом деле вся мировая политика последнего времени характеризуется такой фразой «а кто его знает?». Собственно, в КНР началась 14-я пятилетка. Они вот на это, что будет, отвечают, они знают, как там по пунктам разбито, по годам. Но, тем не менее, давайте, раз уж мы скептики, поговорим про пятилетку, Китай и потребление. Сложная ситуация на самом деле, и как тут карты разбрасывать, наверное, никто однозначно сказать не может, и, вероятно, сам Китай тоже. Потому что у Китая есть принцип не складывать все яйца в одну корзину и садиться всякими мягкими местами на сырьевую иглу тоже опасно. Причем эта опасность, она характерна и для покупателя, и для продавца. Ситуацию с продавцом, собственно, и мы, и Китай наблюдает вот буквально вот. Было 110 миллиардов в Европу, которые поставлял «Газпром», а теперь их нет. Возникает вопрос, куда же нам все это великолепие девать. А у Китая может быть обратная ситуация, соответственно, можно подсесть на российский газ, а российского газа Китай сейчас получает достаточно много. Это, соответственно, сила Сибири-1, 38, дальневосточный маршрут 10, плюс дальневосточный маршрут 0, его еще не построили. Но в 27-м, перестаньте сказать. В 27-м году будет 10, а там уже договорились на 16, вроде как. Вот это не вроде как, и по поводу этого Алексей Миллер сказал, что как раз здесь CNPC, China National Petroleum Corporation, договора подписаны. Но там, по-моему, фигурирует 30-й год, добавка по Сахалинскому маршруту. Так у нас сегодня 25-й, 5 лет, и так привет. Это пятилетка впереди. На всякий случай, если кто не видел, не заметил, договорились, что, по-моему, с 30-го года 2 миллиарда добавки будет по Сахалинскому маршруту, то есть не 10 миллиардов кубометров, а 12. И по силе Сибири будет не 38, а 44. То есть, и, 8 соответственно, миллиардов кубометров добавится. И по состоянию на сегодня, по-моему, 6,8 миллиона тонн СПГ. Тут такой праздник непослушания, который мы наблюдали совсем недавно. Мне до слез понравилось. Сначала и Индия, вместо того, чтобы согласиться на все условия мистера Трампа, сказала, у нас министр иностранных дел только может, мне нельзя. В общем, сказала. Да. И буквально... сказал, нет, спасибо. Да, вот так, корректненько. И, по-моему, чуть ли не за день до начала шанхайского саммита ШОС напрямую с подсанкционного проекта «Арктика СПГ-2», подсанкционный СПГ на подсанкционном танкере-газовозе. Подсанкционно доехал. Добрался до одного из портов Китая. То есть без всевозможных
вторых, третьих, пятых, 25-х юридических лиц просто вот напрямую. С тем, чтобы междометий у Дональда Фредовича не было, и он ушел на 2 дня думать, что все это значит. Индия послала, Китай. Что происходит-то? Ну, вообще на этом терминале работают отчаянные китайские ребята, которые сказали: заносите. Почему он китайский? Не исключено, что, например, частная российская компания «Новатэк» приобрела порт в Китае. Такое могло произойти? Могло. Тогда Китай здесь ни при чем. Частная компания что-то купила, что-то там делает, мы здесь при чем? Все. Поговорили. Кстати, я напомню, что за этим белым пароходом, груженным СПГ, там по СМП еще 5 штук идут, за которыми тщательно следит Bloomberg, как за гробом на колесиках. Говорит: вот он уже прошел новую землю, вот он уже прошел там мыс Дежнева. В официальных документах это называлось тестовые поставки с Арктик СПГ-2. Вот на Восточном экономическом форуме наконец сообщили: Арктик СПГ-2 работает. Да. Работает официально, подстанционно, и так далее. Вот на самом деле установка не брать из одних рук, ни в коем случае не дорасти до зависимости какой-то. В Китае она, в общем-то, в числах выражена. Из одних рук не более 20% энергоресурсов от общего объема импорта. В Китае, если предположить, что «Сила Сибири» будет где-нибудь там к 1935 году построена, у него какие планы на этот момент на потребление? Кто-нибудь знает? Или там, как всегда, 7 на 8, 8 на 7? В принципе, из того, что мы знаем, это, опять же, цифра, собственно, озвученная самим Китаем, 650 миллиардов. То есть они хотят размахнуться до этого объема, но, опять же, отсюда, я думаю, надо выключить собственную добычу, которая в Китае тоже велика, и она растет. Есть отдельная компания, которая поручена искать нефть и газ на шельфах, на морских глубинах. Они работают. И, кстати, обратите внимание, с какой китайской настойчивостью китайские компании участвуют в зарубежных проектах на шельфе. И там буквально какой-то взрывной рост за последние 2 года. То есть они везде, где можно купить какую-нибудь дольку в шельфовой, например, добыче, они это с удовольствием делают. Они даже в геологоразведку идут. То есть обозначают блоки, где можно искать, они приходят туда. И напомню, что у Китая есть такое тоже волшебное место, как Таримский бассейн, который расположен на северо-западе Китая. Запасы в принципе большие, но проблема – это совершенно дикие места, и, соответственно, разрабатывать там что-то, видимо, еще труднее, чем в Восточной Сибири, и пока Китай не готов вкладываться Тяжелые климатические условия южнее Южной Сибири. Примерно да. Вот где, кроме леммингов, никакой больше живой души нет. 650 миллиардов, если у них все получится кубометров в год, это почти в 2 раза больше, чем у современной Европы, это один Китай. Какой у них объем добычи к этому времени может быть? Миллиардов под 200, наверное? 250, наверное. Это, опять же, по китайским оценкам, но в целом приблизительно, потому что, опять же, Китай осторожен во всем, в том числе и в оценках своего потенциала, который они выдают во внешней аудитории. Поэтому пока ориентируемся на эти цифры. То есть импорт может составить до 400 миллиардов кубометров. Получается так. 20% от этого, четверть 100 миллиардов кубов. То есть мы, на самом деле, с газопроводными поставками, если «Силу Сибири» построить, вполне в это вписываемся. В целом, да. Потому что с учетом добавок 44 по «Силе Сибири», первые 12 Сахалина 56, 50 миллиардов кубов «Сила Сибири-2», но по пути есть Монголия, которая охотно запитает свои газовые электростанции. Плюс ко всему, я надеюсь, надо будет что-то отдать на нашу внутреннюю газификацию. Я поэтому вспоминал про «Силу Сибири». Первую. Нам изначально говорят, что мощность 38 миллиардов кубометров, но потом выясняется, что на газоперерабатывающий можно 42 отправить, 3 в находку, еще миллиард в город Циолковский, немножечко построить электростанцию в самом городе Свободном, и как-то все из одной и той же трубы. Резиновая, наверное. А на самом деле, эта традиция объявить одну проектную мощность газопровода, а получить немножко другую, мы на ныне покойных северных потоках видели. Мощность вроде как 55 миллиардов кубометров была, а поставляли и 60, и ничего. Газ же, он же сжимается. Там и быстрее толкать можно, еще как-то. То есть какие-то запасы у нас есть всегда.
Конечно, хочется верить, что если будут действительно разрабатывать технико-экономическое обоснование качественно, то не забудут обо всех регионах, через которые маршрут пройдет. И Красноярский край, Иркутская область, по крайней мере, так сейчас обозначено. Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Забайкалье. То есть там всем вообще, надо. В принципе, это уже вопрос чести газифицировать Красноярский край и Иркутскую область, потому что, согласитесь, свинство какое-то. Такие газовые запасы сосредоточены в регионах, и с них Там еще один вопрос есть. У нас есть Байкал, который должен быть природоохраняемым. Там как работали старые угольные электростанции и котельные, так и работают. И каждый год мы слышим новые отчеты, обязательно и дальше, и больше, и лучше, что им только не предлагали. Предлагали перейти на древесные пелеты, которые действительно тепловую генерацию могут там обеспечить. Леса там много, там одних санитарных вырубок хватит, чтобы ничего там не берет, деньги куда-то исчезают. Хорошо еще, что Росатом занялся ликвидацией Байкальского СБК. Хоть как-то так, глядишь, газ придет, может быть, все-таки в этот раз сосредоточатся и смогут построить газовые котельные. Это такая новинка. Придет газ и в этот раз. И, кстати, еще один момент, который тоже меня, если честно, заботит. Помните слова такие прекрасные? Экспортная реализация продуктов с высокой добавленной стоимостью. Тут вопрос газ Баваненкова и Харасовые. Он, по-моему, достаточно сухой. Там метана под 98%. Там особо выбирать-то не из чего. В принципе, да. Тогда месторождение Восточной Сибири. Там, по-моему, газ побогаче. Там одного гелия сколько присутствует. Поэтому и поставлен фильтр на границе практически там. Да, Амуру совсем рукой подать, но прежде чем газ попадает в Китай, из него извлекают все, что можно извлечь. Заходит 42 миллиарда кубометров, 38 уходит в Китай, 4 перерабатывается на газоперерабатывающем заводе, тут же передается на газохимический комплекс, который тоже строится. Кстати, «Газпром» пообещал, что 5-я линия газоперерабатывающего завода будет введена в эксплуатацию уже в ноябре этого года. Их всего 6, то есть вот на тот момент, когда его откроют, это будет крупнейший газоперерабатывающий завод в России. 42 миллиарда кубометров. Это действительно много. Это на самом деле прекрасно, потому что действительно как-то печальненько быть поставщиком сырья. Хочется продавать что-то, с высокой добавленной стоимостью. То есть для Китая, на самом деле, два вопроса. Один вопрос – вписаться в эти 20%, а второй момент – что делать с этим уйгурским автономным округом, куда приходит. Если его развивать, значит, надо иметь какие-то планы на строительство какой-то промышленности, может быть, там твердые полезные ископаемые можно найти, может, еще что-то, то есть... Или вот что китайцы вообще они комментируют хоть как-то? Кто-нибудь что-нибудь сказал, вот придет газ в Уйгурский автономный округ. И? Кстати, надо сказать, и пройдет что... мимо? Или все-таки... Китайцы на самом деле ничего особо не комментируют, если так посмотреть. То есть они выражают поддержку линии партии и правительства и в целом одобряют. А вот что касается каких-то деталей, которые бы они одобряли конкретно, я пока ничего не увидел ни по маршруту, ни по стоимости, ни по финансированию, да даже, собственно говоря, не по цене. Вообще цена, в принципе, всегда была самым больным вопросом. Судя по словам вашего двойного тезки, здесь не будет каких-то выдающихся изобретений, будет нефтяная привязка, формулу подкорректируют и начнут работать. На всякий случай напоминаю, что все разговоры о том, что в Европу газ продавать намного дороже, Европа – это единственное место на планете, где импорт газа идет на основании биржевого ценообразования. Во всех остальных странах, на всех остальных континентах все идет по старинной формуле с привязкой к ценовому индикатору, так скажем. В свое время это так называемая гронингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта, настоящая европейская ценность, как определить, сколько должен стоить газ. На тот момент, когда ее изобретали в качестве топлива для электростанций, для котельных всевозможных, использовался чистая нефть, мазут, так называемое дизельное печное топливо. Пересчитываем по теплотворной способности, делаем дополнительную скидку, потому что мазут в цистерну можно, газ нельзя, надо где-то построить ПХГ, надо проложить трубы, дополнительные расходы. Придумали формулу и раз в 9 месяцев корректировали.
То есть не играли в такую рыночность, как нефть – это абсолютный рыночный товар. Спросить, сколько она ее стоит, можно. Если вы потребуете подробного ответа, я каждые 2 секунды должен называть новое число. Да, зависит от того, а где стоит. А какая нефть? А базис поставки. У газа таких вот романтических предпосылок, чтобы каждые 5 минут менять цену, не было. За 9 месяцев усредняли картину на нефтяном рынке, корректировали в соответствии с формулой, работали следующие 9 месяцев. Так работает вся планета, кроме Европы. Европа – это сплошная рифма. Я имею в виду, конечно, слово «Пенелопа». Пусть они там пенелописты делают, что хотят. А все остальные страны, исключение Соединенные Штаты, у них внутренний рынок на биржевом ценообразовании на базе Henry Hub. Но это отдельная история. Это не импорт газа, это собственный газ. Потому что внутренний рынок можно обустраивать как угодно. У нас он тоже есть биржа, на которой мы нефтью торгуем и нефтепродуктами. Правда, неизвестно, как эта цена связана с ценой на АЗС, но это нам так нравится. Мы это любим. Простых путей мы не ищем. Хорошо, предположим, что вот все это произошло. В какие сроки вот такую протяженность, с одной стороны, протяженность сумасшедшая, с другой стороны, в отличие от Чаянда и Кавыкта, здесь все-таки более обжитая территория, такой тотальной экзотики, когда на дороге прокладывать и просеки рубить, вроде не потребуется. В принципе-то с Чаиндой и Кавыктой тоже история была непростая, с Чаиндой особенно, потому что фактически это было, образно говоря, голое поле, а если смотреть на это прям в бинокль, прям с вертолета, то глухая тайга. Собственно, там даже, по-моему, этих профилей не было нарублено. Но, тем не менее, осилие. С Кавыктой было несколько проще, потому что Кавыктинскому проекту лет уже много, и, собственно, та компания, которая занималась этим до «Газпрома», и бурила, и даже что-то добывала, и даже немножко газифицировала близлежащий поселок Жигалово. Там ситуация была не такая печальная. Но вообще, конечно, колоссального размера и сложности газопровод, лет 7-10, наверное, строить придется. То есть, условно говоря, я бы так, наверное, я, конечно, не инженер, но в целом так это, если по карте посмотреть, а еще рельеф глянуть, а тут мерзлота, а тут речки и так далее, лет 5-7 точно. Лет 5-7 точно. То есть, соответственно, будем ориентироваться туда где-то в сторону 30-го, 30+. С другой стороны, по крайней мере, у жителей Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья какой-то голубой просвет появляется. Может быть, голубое топливо доберется и станет немножечко легче. Хорошо. Тогда следующий вопрос. У меня много вопросов, я тут ко всему подготовился. В марте этого года вице-премьер Александр Валентинович Новак, отвечающий за развитие ТЭКа, заговорил о том, что есть проект поставок газа в Китай через территорию Казахстана. Что теперь с этим проектом будет? Что я не так на этой неделе проводил видеомост с представителями Казахстана, там действительно волнуются. Вроде маршрут был, вроде уже какие-то подвижки пошли, раз. У них вопрос, что делать с газификацией северо-восточных областей. Вопрос, конечно, есть, но, насколько я понимаю, соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан подписано. Да, это тот маневр, о котором я не устаю рассказывать. Мне до слез понравилось, на самом деле. В свое время было друг за другом 2 визита в Москву. Сначала президента Узбекистана, потом президента Казахстана. И господин Токаев после беседы с Владимиром Владимировичем сказал, что появилась идея Тройственного газового союза. Зашипели со всех углов европейских, и ядом плевались, и как это можно. Вышел еще более спокойный, чем господин Токаев Владимир Владимирович, сказал, да что, какой Тройственный союз, мы подпишем договор с Казахстаном, мы подпишем договор с Узбекистаном, если Казахстан с Узбекистаном между собой там что-то подпишут, я здесь вообще ни при чем, это их внутреннее дело, пусть что хотят, то и делают, Тройственного союза нет, есть 3 договора. Прекрасный вопрос формулировок. В 2023 году, в октябре, в крайне сжатые сроки, то есть на Питерском форуме в июне договорились, в октябре пошел газ в Узбекистан по магистрали Средняя Азия-Центр. Название никто не менял, это не Европа.
написано, значит, пусть так и будет. На всякий случай напомню, что Средняя Азия Центр – это 4 нитки, 20 миллиардов кубометров газа в год транзитная мощность у каждой. Но действительно шло из Средней Азии в центр. С 2016 года не использовался ввиду того, что Туркменгаз и Газпром не выяснили там коммерческие какие-то обстоятельства. Ну, было и было. Вот, время от времени кто-то пользовался там. Когда Туркмения немножечко спасала замерзающий Самарканд. Мне это, наверное, в памяти надолго отложится. В Самарканде минус 25. Ну, вот. Действительно торжественная обстановка, первые лица, ленточка. Вроде бы все хорошо. И совсем недавно компания «Казахгаз», это дочерняя государственная компания «Казмунайгаз», отвечает за транзит. Опубликовала отчет за 2024 год на русском языке. Мне стало настолько интересно, что я в него полез. Ну, действительно, несколько неожиданно. Мало того, что на русском языке, там все можно найти. Потому что я пробовал одолеть годовой отчет «Газпрома». Без высшего бухгалтерского образования там делать просто нечего. «Казахгаз» зафиксировал. В 2023 году, в октябре, поставки начались транзитом. В Узбекистан до конца года успело пройти 1,8 миллиарда кубометров в прошлом году, а договор был на 3 года по 2,8 миллиарда кубометров газа в год. За 2024 год прошло 5,7 миллиарда кубометров газа в год. В этом году ожидается 8 миллиардов кубометров газа в год. И по договору Казахстана с ПАО «Газпром» в прошлом году было поставлено в Казахстан 6 миллиардов кубометров российского газа, в этом ожидается 8. И на ВЭФе мы услышали, что подписан договор на 26-27 год. Безо всякой помпы, без перерезания ленточек, хорошие знакомые коллеги из «Казахгаза» и из «Газпрома», из «Казмунайгаза» решили, что Казахстану нужен газ. Значит, надо дать. Все. Никаких тройственных союзов, просто соседи. У вас есть газ? Есть. Продадите? Да, давайте о цене договоримся и поехали. И, кроме того, из того же отчета зафиксировано, что заказ со стороны Узбекистана на следующий год 11 миллиардов кубометров. И еще 1 миллиард кубометров для Киргизии. Итого одна из ниток Средней Азии Центр будет полностью задействована. 8 для Казахстана, 11 для Узбекистана. Как Узбекистан успел за 2 года настолько расширить распределительные сети, чтобы принять газ с нового направления, я не знаю. Я единственное помню, что прямо на сайте Министерства энергетики Узбекистана было обращение к газовым специалистам Казахстана и России, чтобы тоже присоединились. Проект огромный. Это было зарезервировано более 500 миллионов долларов, но рассчитывали до 30 года. Если заказ появился, значит, справились до 26-го. Это вообще близко к фантастике какой-то. Мы об этом ничего не знаем. Центральные СМИ молчат. Ну, не молчат, они рассказывают про Урсулу фон дер Ляйен, вот, про Макрона и прочее. А на восток и на юг только в том случае, если президент поехал на восток. Теперь мы внезапно все узнали про Дальний Восток. До этого мы как-то не в ту сторону. Ну, хорошо. То есть, если говорить о том, как «Газпром» восстанавливает утраченные объемы добычи, ну вот, пожалуйста. Вот, собственно говоря, это действительно ответ на тот вопрос, который задавали в 2022 году, ну, собственно, в 2023 продолжили задавать. Ну, все пропало. 110 миллиардов было, Европа отказалась, а нам конец. Ну, разумеется, умрет «Газпром», это обязательно надо в конце каждой... Да, мы все умрем, но «Газпром» первый. И, собственно говоря, сейчас как-то начинает так получаться, что, в общем, эти 110 постепенно действительно начинают переезжать из Европы в другие направления. Причем не только в Китай, а вот, собственно говоря, заявление о том, что, опять же, мы все умрем, потому что сейчас мы вот это вот отсюда перекинем сюда, и эти 110 туда поменьше, конечно, но опять подсядем на Китай, а потом Китай в конце концов поступит так же, как Европа, и опять мы все умрем. Но меня-то радует больше всего, что вот это новое перенаправление, наибольшие объемы перенаправлены в Россию. Ну, и это прекрасно 23-24 год, 2 раза по 5%, это, простите, более 30 миллиардов кубометров. На самом деле, все, что не делается, все к лучшему, потому что, опять же, к вопросу о рынках. Вот, как бы, у нас тут есть Европа, из которой даже Volkswagen уходить собирается.
И у нас тут есть Китай, который потребление газа до 650 миллиардов собирается нарастить. В одно лицо. Да, на минуту. В Евросоюзе там сколько? Пока еще 26. Нет, много. Да. Много. Много, в общем, много. Ну и, собственно говоря, возникает вопрос, на кой черт нам этот подыхающий рынок, который... Живущий по правилам, как там это... Как вот этот западный мир, он по международным правилам каким-то живет или что-то. Ну... Что-то он там делает. Пусть живет как может. Да. Рынок падающий, от газа они отказываются, от российского тем более. Вот сегодня опять был очередной подход к этому снаряду, сейчас мы откажемся от всего напрочь, ну, правда, мы тут покупаем, вот тут нефть, тут нефтепродукты, здесь газа немножко, но вот еще чуть-чуть, вот буквально, и все, и откажемся. Ну, а вообще, кроме шуток-то, получается переместить-то, причем... Опять же, это происходит не в формате, вот как это, здесь оторвали, туда перекинули, и все пошло туда. Ну, действительно, ведь диверсификация, причем и диверсификация за счет тех государств, с которыми отношения поддерживать надо, развивать надо и как-то дружить дальше надо. А дружить газом, по-моему, это довольно эффективный инструмент. Ну, дружить не только газом, у нас, слава богу, направления самые разные. То, что с соседями надо жить мирно, ну, это только в Европе не понимают. Они там привыкли друг к другу. Из этого можем сделать вывод, что Азербайджан, наверное, Европа. Видимо, да, но про него тоже, наверное, надо отдельно поговорить. Есть новости из Ирана, все взаимосвязано. На самом деле, самый правильный ответ, который я действительно было приятно услышать, когда у Владимира Владимировича спросили, вы настроены, вот ваш саммит был антиамериканский, ответ был совершенно колоссальный. Мы вообще ничего не говорили ни о Европе, ни об Украине, ни о США. У нас в нашем регионе очень много дел. Вот, кстати, к вопросу о декларации итоговая ШОС, там слово «Украина» вообще отсутствует. Вот, потому что вся форма. У нас в нашем регионе очень много дел. Ну да, давайте мы своими делами будем с заниматься. Шанхайской организацией сотрудничеством разберемся. Есть чем заниматься. Мы все друг другу соседи. Огромный материк Евразия должен развиваться успешно. Вы сидите в своем северо-западном углу, можете даже не сидеть, а стоять на ушах. Нам не до вас, ребята. Я думаю, что если присовокупить к тому, что мы сегодня обсуждали о Шанхайском саммите, то, что мы услышали, увидели на Восточном экономическом форуме, будет точно повод встретиться еще, да, думаю, не один раз. Событий много интересных, касающихся и нефти, и газа, и, к моей радости, конечно, нашего дедушки угля. Ну, действительно, согласен, много всего было интересного, и в основном эти новости не из серии «все пропало», а есть, собственно, чему порадоваться, чему поулыбаться, что, собственно, мы и делаем. Я думаю, да. На самом деле, грустить нам только в том случае, если мы вообще ничего не делаем. Россию тапком не убьешь. Даже если у нас кажется, что в среднем все плохо, у нас в любом случае есть направления, есть отрасли, есть регионы, где все выглядит совершенно иначе. Мерить Россию одним мерилом не получится. Слишком далеко находится Тамбовская область от Камчатского края. Кто с мерилом к нам придет? Спасибо, что заглянули в гости. Надеюсь, что не последний раз. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.